Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я подготовила бесплатный мастер-класс по вязанию замечательного нежного жакета из кид-мохера пудрового оттенка в почти классическом исполнении. Таким образом выглядит у нас схема узора. Значит, это 21 петля ширина основного раппорта и 18 рядов это высота раппорта. Условное обозначение у меня вот такая горизонтальная черта – это изнаночная петля, вертикальная черта – лицевая петля. Вот этот знак обозначает перекрещиваем 6 петель направо, а этот знак обозначает перекрещиваем 6 петель налево по 3. Теперь у нас есть круг, это накид. Вот такой треугольник прямоугольный, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и зеркально-симметричный треугольник прямоугольный, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Собственно, вот такой вот очень простой узор. Это схема основного узора, будем считать ее схема 1. И маленький у нас жгут на 4 петлях, вот этот нижняя схема. Раппорт составляет 4 петли и 4 ряда в высоту. Здесь мы перекрещиваем с вами 4 петли направо все время. Такой небольшой жгут. Есть у нас еще третья схема, которая будет использоваться для отделки планок по вырезу горловины и по полочкам. Вот таким образом она выглядит. У нас ширина 6 петель и высота тоже. То есть это тот же самый жгут, только еще к нему добавляется в раппорте 2 изнаночные. Вот таким образом. Вот таким образом я составляю текстовое описание. Оно будет выложено под видео абсолютно бесплатно. Здесь вся последовательность вязания полностью. Это инструкция, последовательность вязания. Рассчитан данный жакет на размеры 46, 48, 50 российские. Судите сами, длина изделия получилась после ВТО, то есть это окончательная длина. 56 сантиметров, ширина изделия 53 сантиметра. То есть окружность груди берете, это полуокружность груди 53 сантиметра. Изделие рассчитано на мой рост 162 сантиметра. То есть вот так оно сидит. Ну и про плотность, это все тоже уже после, вот эта плотность определялась уже после ВТО. То есть это уже окончательные мерки изделия. Используются спицы номер 3,5 и номер 5. Сейчас я расскажу вам про пряжу, какую я использовала пряжу. Это пряжа кид-мохер и мериносовая шерсть итальянского производства, бобинная. Так. В сегодняшнем видео я расскажу, как вязать этот узор. То есть я буду вязать этот узор, покажу вам порядно, как его провязывать. Вот. Ну и, конечно же, мои, как всегда, объяснения, сколько петель набрать, где что убавить, где прибавить. Сейчас тоже, если будете вязать этот жакет, обязательно посмотрите. Ну и, соответственно, я рисую выкройки, схемы расположения узоров. Все абсолютно бесплатно. Смотрите в этом видео. Сейчас, девочки, я расскажу вам, как я вязала этот жакет. Жакет вяжется в 2 нити. Одна нить у меня идет кид-мохер китайского производства. 25 грамм вот такого моточка. Понадобилось 4 мотка по 25 грамм. Здесь около, получается, 200-250 метров в таком моточке. Ниточка нежная, тонкая, пушистая, приятная, шелковистая. Вот, очень такого цвета нейтрального бежевый
бежево-розового цвета. 4 мотка, да, и 95% мериносовая шерсть, 5% эластан. Здесь 100 грамм и 1000 метров. Вот все, что осталось, как вы видите. Это итальянская пряжа. Вот такая нежная, тонкая. То есть здесь у меня используется, смотрите, 3 ниточки тонких, хорошо скрученные. Шикарная по нежности, шикарная по неколючести пряжа, очень хорошего качества пряжа. То есть, когда, получается, я объединяю вот эти 2 нити, вот таким образом я и вязала спицами номер 5 этот жакет. Вот таким образом. То есть объединяла вот эти вот нити. Вес изделия 200 грамм получается. 200 грамм. Понадобится еще 9 пуговичек вот таких. 9 пуговичек. Вот такой блестящий. Любые блестящие пуговички. Вот такой вот вариант. Так, ну а теперь давайте более детально поговорим, как вязать это изделие. Вот такую выкройку я нарисовала. Это спинка, это полочки, правая, левая, и, конечно же, рукав. Вот такую форму имеет рукав. Как всегда, я составляю такое текстовое описание. Вот. И сейчас я вам буду рассказывать и показывать. Еще есть схема, которую я уже вам показывала выше. И будем сейчас с вами разговаривать, как вязать. Вяжется это изделие снизу вверх, на прямых спицах. На уровне пройм мы будем вязать отдельно спинку перед. То есть 2 полочки будут вязаться отдельно от спинки. Рукава у меня со швом. То есть я не стала на круговых спицах, хотя есть такая, конечно, возможность. Это шов у меня, видите, у рукава, боковой шов. Потому что мне так удобнее, так привычнее, так быстрее. Скос плеча используется, естественно. Вот. Ну и широкие планки. Широкие планки идут у меня по вырезу горловины и по проймам. Так, ну а теперь давайте поговорим попетельно. Плотность вязания спицами номер 5 в 1 сантиметре 1,8 петель, в 1 сантиметре 2,3 ряда. Это вертикальная плотность. Начинаю я с нижней резиночки вязать. Смотрите, вот у меня нижняя резинка 1 на 1 вяжется спицами номер 3,5. Так, и читаю. Смотрите, 179 петель надо набрать и связать резинкой 1 на 1 на высоту 3 сантиметра. Высота 3 сантиметра. Затем в последнем ряду изнаночном надо прибавить 11 петель, ну, равномерно, и чтобы получилось у вас 190 петель. Далее у нас идут узоры. Основной у нас узор на 21 петля ширина, 18 это длина, высота раппорта. Про условное обозначение я уже вам говорила, поэтому я не буду повторяться. И сейчас я вам покажу схематичное расположение узоров, девочки. Вот это схематичное расположение. То есть у нас с вами в целом будет выглядеть наши 190 петель, которые оказались на спицах, как вот такая длинная полоса. Значит, полочка правая, спинка, полочка левая. В сумме здесь 190 петель.
на полочке приходится по 47 петель, на спинку 94 петли. Давайте поговорим про спинку. 94 петли у нас распределяются следующим образом. Я нарисовала вот такое схематичное расположение узоров. Значит, сразу говорю, что то, что внизу нашей линии, это изнаночные петли. То есть вяжется изнаночная вязка. То есть это 16 изнаночных, 2 изнаночные. Все, что вверху, это узоры. И вяжется лицевыми петлями. А теперь смотрите. 16 изнаночных, 4 лицевые. Это вот этот узор. Ну, это наш жгут на 4 петлях. Вот его схема номер 2, скажем так. Если это основная схема 1, то это схема 2. Вот. В нашем узоре по спинке, давайте я вам покажу. Вот так это выглядит. Видите, да? То есть на фоне изнаночной глади формируется узор. Вот это наш жгут на 4 петлях. Вот он идет, видите? Вот он идет. Вот наш узор, основной узор на 21 петельку занимает в ширину и 18 рядов в высоту. Здесь элементы ажурной вязки, есть, значит, перекрещивание, рельефная вязка. То есть это вот так выглядит. Вот у нас спинка, как это выглядит по спинке. То есть у нас идут симметрично абсолютно. В центре идет жгут из 4 петель. Здесь у нас идут наш ажурно-рельефный узор на 21 петельке. Да? И вот так это выглядит схематично. То есть 16 изнаночных, 4 петли это жгут, 2 изнаночные, затем идет узор наш на 21 петле, опять 2 изнаночных, по центру идет вот этот жгут на 4 лицевых, опять идут зеркально симметрично, 2 изнаночные, узор вот этот левый на 21 петельке, опять 2 изнаночных, 4 лицевые, это жгут, и все завершается 16 петлями наших изнаночных петель. Так. Теперь, что касается 47 вот этих петель, полочка. Вот начало у нас идет, это правая полочка. 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 21 петля это узор наш. Опять 2 изнаночные, 4 лицевые жгут и 12 изнаночных. В сумме 47 петель. То есть вы вот так последовательно располагаете 47 петель, затем спинка 94 петли. А вот эта левая полочка вяжется зеркально симметрично. То есть начинается с 12 изнаночных и так далее, чтобы, ну, естественно, узоры у вас совпали по полочкам, были совершенно одинаковые. Вот смотрите. Здесь у нас в обрамлении жгутов идет наш рельефно-ажурный основной узор на 21 петельке. Видите, да? Очень красиво смотрится. Так, вот таким образом располагаются у нас узоры. Это несложно понять. Рассчитано данное изделие, данный жакет на российские размеры 46, 48 и 50. Длина изделия у нас 56 сантиметров, ширина 53 сантиметра и мой рост 162 сантиметра. После того, как вы довяжете до линии проймы, то есть вот до этого момента, надо будет сделать небольшой такой, скажем так, небольшую линию проймы сформировать. Я 6 петель закрывала в каждом втором ряду. То есть 6 раз по одной петле. Вот. Формировать начинала под мой рост на высоте 58 рядов от нижней планки. То есть та, которая у нас резинкой 1 на 1 вязалась. Вот. И в целом пройма у меня заняла 50 рядов. Скос
высоту составляет 14 рядов. После того, как вы через 58 рядов сформируете линию проймы, у вас на спицах остается 82 петли. Продолжаем. То есть сокращается у нас изнаночная гладь, сокращается и остаются узоры. 82 петли, продолжаем вязать высоту 82 петли, продолжаем вязать узорами, все в той же последовательности. И на высоте спинка, вот смотрите, связали еще 2 сантиметра 50 рядов. И для формирования скоса плеча, то есть общую высоту считаете 58 и 50, получается 108 рядов от нижней планки. Начинаем формировать скос плеча. На скос плеча у меня, значит, на плечи я выделила по 23 петли, на вырез по спинке горловины 36 петель. Значит, первый раз я закрывала 5 петель на скос плеча, и затем в каждом втором ряду закрывала 6 раз по 3 петли. Вот таким образом. Формировать вырез по спинке горловины я начала на высоте 118 рядов и закрыла первые центральные 26 петель, затем в каждом втором ряду закрыла один раз по 3 петли и один раз по 2 петли. Вот таким образом сформировала округлый вырез по спинке. Вот, после того, как мы завершили работу со спинкой, переходим на отложенные петли по полочкам. То есть вот на этом уровне продолжаем вязать полочки отдельно. Все то же самое формируем на тех же самых высотах. То есть 6 петель у нас закрывается по проймам. Затем высоту мы продолжаем вязать узорами. И на высоте 100 рядов от нижней планки мы начинаем формировать вырез по полочкам. Вырез горловины по полочкам. Здесь 18 петель надо закруглить. Значит, первые я закрываю вот с этого края. Закрываю первые 10 петель, а затем в каждом втором ряду закрываю последствия 1 раз 2 петли и 6 раз по 1 петле. Формировать скос плеча начиная на той же самой высоте 108 рядов, что и по спинке. Вот. И также закрываю в той же самой последовательности скос, как и по спинке. То есть 1 раз 5 петель и далее 6 раз по 3 петли идет закрытие. Вот, зеркально симметрично вяжется у нас левая полочка, правая и левая полочка. Это, я думаю, несложно понять. Да? Так, теперь что касается рукавчика. Рукава у нас вяжутся отдельно, то есть я их вяжу снизу вверх и затем втачиваю. Итак, рукава. Набираем на прямые спицы номер 3,5 для планки 45 петель. Вяжу резиночкой 1 на 1, 3 сантиметра в высоту. Затем в последнем ряду добираю еще 10 петель, чтобы на спицах было 55 петель. Узоры распределяю следующим образом. 10 изнаночных, 4 петли это идет наш жгут, 2 изнаночные по центру узор на 21 петельках. И далее зеркально симметрично. Опять 2 изнаночных, 4 петли это жгут и 10 изнаночных. Соответственно, у нас есть кромочная, кромочная. В сумме дает 55 петель. Вот здесь необходимо будет сформировать скос справа-слева. Самая широкая часть рукава это 73 петли. На высоту 92 ряда надо связать до формирования такого импровизированного оката. Окат небольшой есть. Вот. И прибавить в каждом 10-м ряду по 9 петель справа и слева. Симметрично, зеркально симметрично. Таким образом формируется у нас скос. Когда у вас на спицах через 92 ряда будет 73 петли, надо будет сформировать окат.
Для этого надо будет в каждом втором ряду прибавить, убавить, то есть по одной петле. Вот таким образом формируется окат. И закрыть оставшиеся все петли, которые будут на ваших спицах. Вот таким образом нигде не затягиваем, когда закрываем. Ну и самое интересное – это сборка нашего изделия и вывязывание рельефных планок. Итак, планки у нас вяжутся рельефные узором вот такого плана. Сейчас покажу. Ну, то есть это схема, скажем так, 3. Это жгут и 2 изнаночные. И вот это все чередуется. 6 петель ширина, 4 ряда высота. И необходимо набрать по вырезу горловины. По вырезу горловины. Сейчас скажу сколько. 114 петель. Вот я писала. 6 петель. 18 раппортов по 6 петель, 108 петель, плюс 4 для симметрии добавляется еще один жгут и 2 кромочные, соответственно. 114 петель у нас получается по вырезу горловины. И вязать вот таким узором 12 рядов в высоту. Вот такая планка получается. Спицы я использовала номер 3,5. Вот. И закрыла по изнаночной стороне обычным способом, не сильно стягивая. Так, теперь что касается планок по полочкам. Здесь необходимо будет сформировать отверстие для пуговиц. У меня 9 пуговиц используется декоративных, красивых, специально так в тон пудровый подобранные. Вот. Я значит, хотела, чтобы расстояние между пуговичками было максимально небольшим. Вот, формировала я вот таким образом, схему нарисовала. Итак, 120 петель я набирала по полочкам и распределяла таким же узором, вязала, что и вырез горловины. И петельки я распределяла, как вы видите, вот таким вот образом. Вот у меня начинается все со жгута, потом идут 2 изнаночных, вот так вот продолжается. Необходимо будет вот по этой схеме выполнить отверстие для пуговиц. Смотрите, это вот верх, это низ, вот это 120 петель у вас на полочке, да. 2 петли на моей схеме обозначает это 2 петли для отверстия, где вы вяжете 2 вместе, лицевой провязываете и накид, соответственно. Вот. Таким образом я формировала отверстие для пуговиц. И между ними идут 11 петель по узору, считаете. Вверху у меня 6 петель было, внизу 8 петель до отверстия. Имейте это в виду. Вот таким образом у меня выглядит это отверстие для пуговичек. Вот, пуговички я пришивала с помощью нити мохера. Тонкая нить в иголочку и пришивала. Вот 9 пуговичек у меня таким образом сформировано. Так, ну что еще? На этом, наверное, все, девочки. Вяжется также, значит, где-то 10 рядов в высоту. Там сами отрегулируйте эту планочку. И, в общем-то, пришивается окончательно пуговички. И на этом все. Пуговички можно, в принципе, любые другие использовать, как вам захочется, какой захочется вариант пуговичек использовать. Не обязательно такие, прям как у меня, искать. У меня эти пуговички были уже в запасе, поэтому я их и использовала. Я их как бы выбрала из своей коллекции пуговичной. Останется вам только еще рукавчики втачивать. Шов я сделала обычный, с помощью крючка всегда обычно сшиваю. Вот так получается это ровно, хорошо. Мне нравится, очень быстро это все сшивается с помощью крючка. Не стала я на круговых спицах рукав вязать. Очень заморочено, это все
полотно все это крутится, очень долго это все вяжется. Решила своим старым способом, проверенным и быстрым, связать рукавчики. Вот так смотрится узор у рукава. Так, ну все на этом, мои дорогие. Втачивать рукав, и изделие готово. Надо будет сделать еще ВТО обязательно. Я стираю в специальном теплой воде, в специальном таким раствором. Специальное средство покупается для тонких деликатных шерстяных изделий, которое способствует раскрываемости пряжи как по пушистости. Вот. И, конечно же, ни в коем случае не в горячей воде не надо стирать, потому что шерсть имеет свойство садиться. Поэтому вот эти вот мои мерки по плотности были уже окончательные после ВТО, то есть после стирки, сушки. То есть вот это окончательный вид изделия, ширина и длина, которые после стирки изделие принимает. И в дальнейшем, конечно же, сушить тоже, стирать в прохладной воде специальным средством и сушить в расправленном виде. Все это очень требует деликатности, уход за изделиями из натуральной шерсти. Так что имейте это в виду. В меру мягкое, в меру пушистое, очень нежная, совершенно не колется получился состав, совершенно не колючий. Вот, и приятного такого нейтрального оттенка, который можно одеть и в пир, как говорят, и в мир. До новых встреч!